Вяжем первый ряд. Первый ряд будем вязать, начиная с кольца амигуруми по кругу полустолбиками с одним накидом. Сформировали кольцо, провязываем сюда 2 воздушные петли и дальше в кольцо вяжем еще 11 полустолбиков с одним накидом. Делаем накид, заводим в кольцо, захватываем рабочую нить и 3 петли на крючке за раз провязываем вместе. Второй столбик, да, первый мы сымитировали 2 воздушными петлями. Дальше третий, четвертый, пятый. И так всего 12 столбиков. Провязала 12 столбиков, затягиваю кольцо, тяну вот за этот хвостик, затягиваю плотно, чтобы максимально сузить это отверстие. И закрываю ряд имитацией верхней горизонтальной петли. Высвобождаю крючок из петли, обрезаю нить, оставляю кончик подлиннее, высвобождаю нить из петли, нахожу первую верхнюю горизонтальную. Если теряетесь и не можете точно понять, где первая верхняя горизонтальная, можно от конца просчитать вот последняя и найти 11-ю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да? Вот это первая верхняя горизонтальная. От сымитированного столбика, от тех 2 воздушных петель, которые мы набирали, верхнего столбика нет, мы его сейчас будем имитировать. И заходим в эту первую верхнюю горизонтальную сзади вперед, с изнанки на лицевую, подхватываем вот этот кончик и с помощью крючка уводим его назад. Дальше переворачиваем на изнанку и здесь проходим в эту точку, откуда выходит этот кончик. И здесь заходим в перемычку столбика. Она у вас будет выглядеть либо вот так, как у меня, либо вот так. Вот так. Тут она хорошо видна. И проходим вот под эти 2 перемычки, вот под эту и внутрь верхней горизонтальной. Подхватываем кончик и уводим его вниз. Подтягиваем, чтобы все было максимально ровно. И сейчас во втором ряду мы будем ввязывать вот эту нить, которая закрывала ряд, и вот эту, которая была от кольца амигуруми. Вот эту мы будем ввязывать в начале ряда, а эту примерно начиная с 3-го или 4-го лепестка. Для лепестков берем молочный цвет и вяжем второй ряд. Делаем вот такую петельку на пальце и будем вязать следующие комбинации. Делаем накид, проходим вот в верхнюю горизонтальную, в любую, и провязываем имитацию полустолбика. Захватываем рабочую нить и 2 петли на крючке вяжем вместе. Так мы начали ряд имитации полустолбика с накидом. Дальше, для того, чтобы образовать лепесток, нам нужно провязать сюда, в эту же точку, еще 1 столбик с накидом. Вяжем в эту же точку. Делаем накид и провязываем сюда полустолбик с накидом. Из вот таких 3 столбиков у нас будет состоять лепесток. Полустолбик с накидом, столбик с накидом, полустолбик с накидом. Все в одну точку. Первый лепесток провязали. Проходим в следующую верхнюю горизонтальную и провязываем сюда соединительный столбик. Просто протягиваем через петлю на крючке. При этом все кончики, которые у нас вот здесь сзади, мы их ввязываем. Дальше образуем следующий лепесток. Точно так же делаем накид и провязываем в одну точку. Ниточки у нас вот так на крючке, для того, чтобы ввязывали кончики. И провязываем полустолбик с накидом. В эту же точку столбик с накидом. И
И сюда же полустолбик с накидом. Следующую петлю провязываем соединительный столбик. Снова переходим к следующему лепестку. Да, то есть у нас чередуются вот эти комбинации: лепесток и соединительный столбик чередуются по кругу. Всего у нас будет 6 лепестков. На этом этапе уже можно прекращать ввязывать эти кончики, отбрасываем их. И давайте уже будем ввязывать второй кончик. Можно сделать вот таким образом: на изнаночную сторону переворачиваем, и кончик просто за ближайшие к нам перемычки верхней горизонтальной вот так вот пропустим этот кончик, чтобы его подтянуть ближе к началу нашего лепестка, было удобнее вязывать. Можно это пропустить, просто проложив кончик. Я сделаю вот так. Уже оставлю этот кончик сзади, ничего не придерживая, только рабочую нить. Просто продолжу дальше формировать лепестки. До конца ряда всего у нас будет еще 3 лепестка. Закончим на соединительном столбике. И остается провязать последний соединительный столбик. Провязываю, обрезаю рабочую нить, оставляю хвостик подлиннее, полностью высвобождаю нить из петли. И с изнаночной стороны прохожу в ближайшую точку, куда мне хочется вывести, ну вот, например, вот так. И через эту точку выведу назад, на изнанку, хвостик. Вот так завершу ряд. И на изнаночной стороне можно крючком поменьше пройду между стеночками столбиков белого цвета и пропущу кончик. Так как это декоративное изделие, тут особо не стоит заморачиваться по поводу закрепления нити. Она никуда не денется, просто подальше увела и обрезала. Все расправляем. И вот наша ромашка готова. Вяжем листики. Набираем 7 воздушных петель. Первую петлю не затягиваем. Раз, два, три, и 7. Дальше делаем одну воздушную петлю, и здесь сразу она у нас будет выступать первым столбиком без накида. И в третью петлю от крючка 1, 2, 3 вот сюда, за верхнюю дужку петли делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. Да, таким образом, пропустив 2 петли, мы вот эту воздушную петлю, которую делали, подняли чуть повыше, и она будет как будто бы выходить столбиком без накида из вот этой второй воздушной петли. Дальше вяжем столбик с одним накидом в следующую петлю. Следующую провязываем удлиненный столбик с одним накидом или патентный столбик. Провязываем таким образом: сначала одну петлю на крючке, а затем 2 и 2. Так мы немного увеличили высоту столбика, но при этом он не такой рыхлый, а более плотный стал, нежели если бы мы делали столбик с 2 накидами. И дальше провязываем следующую петлю столбик с накидом.
в следующую полустолбик с накидом. И в последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. Мы делаем разворот и переходим на противоположную сторону. В одну точку провязываем 3 столбика без накида. А вот этот кончик мы будем ввязывать на этой стороне. И дальше повторяем все точно так же, как вязали и в предыдущем ряду. Отзеркаливаем. Провязываем вот сюда, напротив полустолбика с накидом. В эту же точку заходим. Вяжем полустолбик с накидом, накид, столбик с одним накидом, накид, удлиненный столбик с накидом, патентный, раз и по 2, столбик с накидом в следующую петлю, полустолбик с накидом и в последнюю петлю столбик без накида. На этом мы листик закончили. А вот эта часть, где у нас был разворот и мы провязывали 3 столбика в одну петлю, это будет острая часть лепесточка. А вот здесь, где мы заканчиваем, это будет та часть, которую мы будем привязывать к нашему основанию. И сейчас немного подтянем вот этот кончик, который мы вязали, для того, чтобы все выровнять. Его можно обрезать, и также обрезаем нить, оставляем кончик подлиннее, высвобождаем из петли и прячем на изнаночной стороне. Все немного увеличить и обрезаем. Вот такой листик получается. Для того, чтобы понять, сколько цветочков и листиков вам нужно связать для желаемого размера, нужно связать образец, да, определить, какое расстояние между элементами вам нравится. Я предлагаю связать вот такой небольшой образец. Для него понадобится 2 цветочка и 4 листика. Мы будем делать примерно вот такое расстояние между элементами. По ходу вязания вы можете менять количество воздушных петель, увеличивая расстояние между элементами. И уже потом просто замерите, сколько у вас будет сантиметров в вашем образце, да, в который будет включены вот такое количество элементов. Основанием у нас будет выступать цепочка воздушных петель, и по ходу вязания этой цепочки мы будем присоединять элементы. Основание может быть любым цветом, который вы выберете. Я выбрала такой же цвет, как и листики, да, для того, чтобы сымитировать такой стебелек, что это что-то такое натуральное. Набираем цепочку воздушных петель. Вначале у меня будет 10 воздушных петель. Здесь я затягиваю первую петлю, закрепляю начало цепочки и провязываю 10 воздушных петель. Дальше беру ромашку, это будет первый элемент в моей гирлянде, переворачиваю на изнаночную сторону. И здесь цепляюсь крючком за столбик, ну вот, например, вот в этом лепестке. Можно выбирать любой. Завожу вот так. И, подхватывая рабочую нить, провязываю следующую воздушную петлю. Провязала как бы соединительный столбик. Дальше провяжу 5 воздушных петель. Если 5 вам не хватит, можете провязать больше.
или меньше, да, все зависит от того, какой пряжи вы вяжете, нам необходимо дойти вот до следующего противоположного лепестка. Вяжу 5 воздушных петель. И здесь снова цепляюсь. Нить я располагаю уже таким образом, она у меня сзади крючка. Подхватываю какой-нибудь столбик и провязываю соединительный столбик, да, или следующую воздушную петлю. Вот таким образом мы будем закреплять ромашки. Дальше, для того, чтобы прикрепить лепесточки, я провяжу 10 воздушных петель. Переворачиваю лепесточки острой стороной вниз, на изнаночную сторону кладу их. И они у меня будут расположены вот так. И здесь, смотрите, беру первый лепесточек, который у меня будет внизу. Рабочая нить у меня находится сзади лепесточка. Я прокалываю центр, самую центральную и крайнюю часть какую-нибудь. Тут не сильно важно. Подхватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик или воздушную петлю. Дальше между лепесточками я буду делать 5 воздушных петель. И беру следующий лепесточек. Здесь у меня уже рабочая нить идет слева. И я также вкалываю в центр, в крайнюю точку. И захватываю ниточку вот таким образом. Крючок сверху подхватывает нить и пропускаю, провязывая соединительный столбик или воздушную петлю. Дальше, для того, чтобы прикрепить следующий элемент, это ромашка, я провязываю снова 10 воздушных петель. Беру следующую ромашку, переворачиваю на изнаночную сторону, в любой столбик ввожу крючок, подхватываю рабочую нить вот таким образом сверху и провязываю соединительный столбик. 5 воздушных петель для перехода к следующему лепестку. И здесь подхватываю столбик и провязываю соединительный столбик. Дальше у меня повторяются лепесточки. Делаю 10 воздушных петель. Переворачиваю лепесточки на изнаночную сторону, укладываю острыми концами вниз и беру сначала первый, ниточка сзади, прокалываю центр, подхватываю нить и провязываю 5 воздушных петель. И беру следующий лепесточек. Ниточка с левой стороны, прохожу в центральную крайнюю часть, подхватываю рабочую нить и провязываю. Дальше снова сделаю 10 воздушных петель. На этом вязание образца подошло к концу. И после того, как образец связан, давайте сделаем замер. Я вот так вот прикладываю к линейке, растягивая, если это необходимо, ниточку до числа кратного 5, например, 25 у меня получается. И если я хочу гирлянду около 2 метров, я перевожу метры в сантиметры, получается 200 сантиметров.
и делю 200 сантиметров на 25. Получается 8 цифра. И эту цифру 8 я умножаю на количество уже связанных элементов, то есть те, которые включены у меня в эти 25 сантиметров. 8 умножить на 2 – 16. 16 цветочков нужно на 2 метра при соблюдении вот такого расстояния между элементами. И 4 лепесточка я умножаю на 8, получается 32. Да, отнимаем то, что у нас уже связано, и получаем то количество, которое мне нужно на 2 метра. Вы, пожалуйста, сделайте свои расчеты. Я в инструкции оставлю всю необходимую информацию, которая поможет вам рассчитать для вашего размера. Еще раз повторяю, расстояние может быть любое. Самое главное — связать образец, быть довольной тем, что получается, и уже основываясь на вот этом образце, на вот этом расстоянии, размере, который получается, вы сможете высчитать, просчитать, сколько нужно вам связать элементов. И еще такой момент. Смотрите, мы здесь начинали гирлянду с цветочка, да, здесь у нас такой небольшой хвостик из 10 воздушных петель, потом идет цветочек. И в образце у нас не закончено так, как начиналось, поэтому вы к тому количеству цветочков, которые у вас получается, при расчете добавьте еще один цветочек для того, чтобы хватило вам завершить, да, край наш. Соответственно, у вас получится не 16, а 17 цветочков. И в конце вязания, после того, как я присоединила последний цветочек, я провязываю 10 воздушных петель. Да, делаю такой же хвостик, как и в начале вязания. И теперь можно будет обрезать кончик. Полностью высвобождаем нить из петли, затягиваем. И вот это наша изнаночная сторона. Будем просто уводить хвостик, цепляясь под стеночки воздушной петли. Так, и все, зафиксирую вот таким образом. Образую петлю на крючке и через нее пропущу хвостик. Таким образом я закреплю ниточку, уведу ее еще вот сюда внутрь. Вот так. И пропущу здесь под перемычкой. То есть не особо важно, куда вы будете заводить крючок, главное запутать вот здесь, чтобы он сильно не топорщился. И обрезаю. Все, и таким же образом прячу нить от начала вязания. После того, как все кончики спрятаны, можно приступить к проглаживанию. Но перед тем, как мы будем гладить, я хочу еще предложить вам сделать раствор крахмальный и открахмалить всю нашу гирлянду для того, чтобы задать направление и зафиксировать листики, чтобы они, вот видите, сейчас они не совсем лежат в том направлении, в котором хотелось бы, да, мы их привязывали таким образом, чтобы они вот так вот располагались. Если просто прогладить, оно не совсем даст тот нужный эффект, поэтому предлагаю сделать крахмальный раствор. Я в инструкции оставлю рецепт, по которому делаю. И перед тем, как отгладить, я хорошенько с помощью пульверизатора сбрызну полностью всю гирлянду. Можно, конечно же, ее и окунуть в раствор, но я этого делать не буду. Я хочу такой легкий эффект, чтобы она все-таки была такая более податливая, да, потому что наши вот этот стебель, основа на которой, он тоже должен быть такой достаточно пластичный. Поэтому я пройдусь слегка по всей гирлянде и очень хорошо уделю внимание нашим листикам для того, чтобы запечатать их в нужном направлении.
сейчас пойдем отглаживать. Итак, я раскладываю аккуратно и ровно, да, чтобы все у меня лежало так, как нужно. Листики на лицевой стороне. И распределяю их вот таким образом, чтобы ничего не было перекручено. И по ходу отглаживания я буду параллельно это все расправлять и поправлять. И при проглаживании листиков старайтесь вот так вот формировать им форму, вытягивая острый край. Ну и ромашки тоже поправляйте, чтобы они такие были более пушистые. И после того, как отгладили гирлянду, разложите ее на полу в расправленном виде. Все листочки должны лежать так, как нам и нужно. Можно дополнительно еще, вот пока она так лежит в расправленном виде, дополнительно обработать крахмальным раствором. Можно либо промазывать прям пальчиком у основания, чтобы вот здесь вот запечатать наши листики, да, и хорошенько пропитать полностью весь листик. Ну или также просто немножечко сбрызнуть. Удобнее будет, конечно, здесь просто обмакнуть палец в раствор и вот прям промазать. И оставить сохнуть. Итак, все, я пропитала каждый листочек дополнительно у основания, заострила кончики, тоже хорошенько пропитала на концах и вот так вот загнула. И оставляю сохнуть.